Его надо заполнить. Вся проблема в том, что информационная лавина, ежедневно обрушиваясь на наше сознание, начала свой ход всего 15 лет назад. Скорость потока растет в десятки раз быстрее, чем наш мозг успевает адаптироваться. К таким молниеносным изменениям мы просто не готовы эволюционно. Но кто нас будет спрашивать? Эволюционный угар отрыгивает нам прямо в лицо, а точнее в наш мозг, который, как оказалось, можно очень легко программировать. Технология 5 этапов программирования нашего сознания раскроется в этом выпуске, чтобы вы имели возможность держать свой мозг в чистоте. Что если я скажу, что вы можете подарить своей девушке Apple, а своему парню Теслу? Это возможно с помощью новой акции от Тинькофф Инвестиции. Слушайте до конца. Вообще, я изначально их юзал, чтобы обменивать валюту по выгодному курсу. Закинул деньги с карты на брокерский счет, купил доллары и по одной кнопке вернул обратно. И курс лучше всех обменников и жопу от дивана не оторвал. И да, комиссии на мгновенный вывод средств на карты Тинькофф нет. Более того, пополнять счет и выводить деньги с него можно на карты любых банков. В целом, из всех 3 брокеров, которыми я пользуюсь, у них самый приятный интерфейс. Такой, что разберется даже домохозяйка. Вот тут список операций, вот тут аналитика портфеля, тут можно на форуме пофлеймить с такими же диванными инвесторами. Вот так выглядит график, а так можно купить Apple. А с 11 февраля по 11 марта вы можете подарить своим близким акции и получить за это акцию от Тинькофф в подарок. Забудьте про бред. Я подарю тебе кусочек луны. Подарите своему партнеру настоящий кусок настоящей компании. Максимально удобный и прозрачный сервис по ссылке в описании. Итак, для начала нам нужно выбрать тему, которую протащим от состояния немыслимо для нашего сознания до норма жизни. Можно придумать что угодно, даже фантастическую тему. Например, негативные мысли людей провоцируют выбросы в воздухе. Или трусы лучше носить на голове. Или 99% зарплаты государство решило забирать себе. Думаю, у вас на этой фразе свело зубы, поэтому возьмем его. Работать всего лишь ради 1% зарплаты кажется невероятным, даже глупым, но знаете, вот идея о безусловном доходе когда-то казалась тоже бредовой, но вот как-то же сели, обсудили и даже попробовали там, в продвинутых странах, Швейцарии, Финляндии. Да, результат оказался неэффективным, но это же не мешало им начинать дискуссии. Если была попытка просто так выдавать деньги от государства, почему бы не попробовать обратный подход? Но пробовать мы, конечно, не будем. У нас сугубо научный интерес. Вот и рабочая группа исследователей уже создалась. Правда, тут еще появились какие-то сумасшедшие, которые уже кричат в интернетиках: «Отдайте все наши деньги государству!» И вот мы уже прямо сейчас с вами обсуждаем эту тему, а сумасшедшие нам только помогают. Ведь количество высказываний только увеличилось. С одной стороны, ученые со своими гипотезами, а с другой – радикальные коммунисты, которых просто поднимут насмех в текущих реалиях, но зато сам процесс поднятия насмех обозначает увеличение цитирования явления. Как говорится, пиар не имеет цвета. Так мы совершили переход от немыслимого к радикальному. Так мы ввели откровенное безумие в наше информационное поле. И это был первый шаг. Шаг номер 2. На втором шаге нам нужно апеллировать к любопытству, исследованиям и многогранности. Поэтому нужно придумать новый, мягкий термин для нашего явления. Это не государство принудительно забирает все твои деньги, а
централизует деньги для лучшего управления. Да и вообще, чё мы все про деньги да про деньги? Со временем мы подберем еще один произвольный термин помягче. Аккумуляция ресурсов населения. И никто ни у кого деньги не забирает, государство лишь аккумулирует ресурсы. Создание мягкого термина очень важно на текущем шаге. Нужно оторвать форму слова от его содержания. Главное правило – новое слово должно быть таким, чтобы у общества не возникло ассоциации с тем временем, когда это было неприемлемо. И вот все те же ученые, к которым уже подключилась интеллигенция, начинают обсуждать аккумуляцию ресурсов населения. Потом окажется, что когда-то в Риме такое было, или даже в истории нашей страны. И там еще надо разобраться, какой эффект это дало. И вот мы от радикального перешли к приемлемому. Шаг 2 завершился. Шаг номер 3. Теперь, когда мы уже свободно обсуждаем аккумуляцию ресурсов населения, мы должны определить отношение к этому. Слева у нас радикальные противники, а справа радикальные сторонники. Здесь главное сделать две вещи. Первое. Признать, что есть радикальные точки зрения, но в то же время обычных людей, которые против аккумуляции, нужно приписать к радикалам. Стараться заклеймить их необразованными невеждами, которые ничего не понимают и вообще хотят, чтобы их собственная страна ослабла. Еще чуть-чуть, и мы назовем их внутренними врагами или контролируемыми внешним врагом. Ведь просто подумайте, у аккумуляции есть свои минусы, но есть и плюсы. И вот, таким образом, новое явление становится где-то посередине между радикальным против и радикальным за, олицетворяя как бы здравомыслие и прогрессивность. Поздравляем! Мы перешли в область разумного. Шаг номер 4. Тема пошла в топы. Ее обсуждают уже не просто узкие круги, а широкие массы, благодаря СМИ, разумеется. Самое главное – это найти популярных людей, которые выскажутся, что вообще-то они с радостью бы отдавали 99% своих доходов государству, потому что это укрепит силу народа, сделает общество равным, а в стране восторжествует справедливость. То есть нам понадобятся ведущие, артисты и блогеры. Я голосую за аккумуляцию. Аккумуляция – это вообще не отъем. Так это на общее благо. Не надо быть эгоистом. Я голосую за Я слышал, что Петр Первый такое делал. Так это еще Рюриковичи придумали. Аккумуляция это вообще... А однажды Иисус. Шаг номер 5. Финальный выстрел. Раз уж проведены все возможные исследования, а общественные обсуждения приводят к тому, что население буквально просит внедрить аккумуляцию ресурсов, то те, кто это спланировал с самого начала, выходят из тени. И как бы с барского плеча чутко прислушиваются к чаяниям простого люда. Публикуются социологические опросы, подтверждающие желания большинства. В стране высокий процент сторонников сильного, крепкого и нерушимого государства. А мы, тем временем, подошли к развязке пьесы. Подготавливается законодательная база, а в общество вводится новая догма. Счастье одного взятого человека запрещено. Быть счастливым можно только за целую страну. Если у вас пробежал легкий холодок от возможности похожего события, то это подтверждает работоспособность технологии, которую придумал не я, а Джозеф Овертон. Согласитесь, все это классно звучит. Кто-то сильный там, нами управляет. Да еще по технологии некого Джозефа Овертона. Ну, спасибо, что не Далласа. А ведь самый лучший миф — это скопище полуправд, немного мистифицированных через присутствие мировой закулисы. Давайте сейчас поясню. По Рунету ходит сочинение с названием «Технология уничтожения», в которой рассказывается, что ценности общества можно менять, применяя 5 шагов. Существует 6 состояний отношения к теме. Вы их помните по нашей предыдущей главе. И если использовать инструменты,
А именно, вывод из табу в инфополе, создание мягкого термина, заклеймить противников радикалистами и здесь же осудить радикальное непринятие и принятие темы, популяризировать через экранных героев и узаконить. То можно сдвинуть сознание общества, подвинуть то самое окно Овертона и сделать приемлемой нормой вообще все что угодно. Это сочинение перепостили хрен знает сколько раз. Весь интернет кишит так называемой технологией по разложению человеческих ценностей. В свое время даже Михалкову на глаза попалось. Это не промывание мозгов как таковое, а технологии более тонкие. Который просто взял и прочитал ее в своей программе. Оно и понятно, ведь там все сводится к тому, что ценности Запада разлагают Россию. И мое любимое про... То, что сегодня происходит, не ку-ку. Родитель номер 1 и номер 2 – это не ку-ку. Очень сомневаюсь, что Михалков бы выступил с таким материалом, если вместо каннибализма было бы ограничение президентских сроков. Это что? Но и это не все. В интернете любители теории про рептилоидов тоже знатно вскопошились. Вот канал, на котором великолепная обложка «Развивайтесь с нами». Делает все то же самое, что Михалков. Пересказывает статью, а точнее посту из 2014 года, но с одним отличием. В финальном выводе зло там уже не Запад, а капиталисты, мировое правительство, вон там эти пирамиды, глаза и прочая атрибутика комитета 300. Вот уж правда, развивайтесь с нами. А видос-то посмотрел 2 миллиона человек. Жаль, дисов не видно, но 126 тысяч лукасов — это до хрена. В обществе, где как будто действуют сильные мира сего, жить на первый взгляд спокойно. Ведь есть люди, которые принимают все важные решения, а тебе конкретно остается только отказаться от собственной субъектности и отдаться во власть сладкого авось. Оксана Мороз, культуролог. Но давайте честно. Кто из нас не надеялся на авось и не принимал за чистую монету какой-то вброс про этих, тех, кто за бугром? Да даже эту теорию заговора Овертона можно было бы проверить, просто зайдя на сайт, где он работал. Но тут нужен English. Oh shit. Here we go again. Долго собирались начать или бросали на полпути? Тут Skyeng подготовил бесплатный марафон, который поможет с вашей вечной прокрастинацией. Тут все просто. Зарегистрируйтесь по ссылке в описании, и вы сразу же начнете получать советы, задания, чек-листы и материалы изучения. 15 минут, 15 дней, и вот вы уже не ленивая задница, а человек образовывающийся. Притом материалы-то уже готовы, не надо их искать, просто берите и образовывайтесь. Но самое главное – это продолжить потом. Марафон – это трамплин, а высота – это обучение с преподавателем. Поэтому не забудьте, что после регистрации на марафон получите промокод на 2 бесплатных занятия при покупке пакета для новых учеников. Записывайтесь на марафон по ссылке в описании. Окно Овертона придумал Джозеф... Внезапно... Овертон. Джозеф Пол Овертон. Родился 4 января 1960 года, штат Мичиган. Получил степень бакалавра по электротехнике, а потом доктора по юриспруденции. С 1992 по 2003 работал в Центре публичной политики Макино. Занимал должность вице-президента. Женился за несколько недель до авиакатастрофы, в которой погиб 30 июня 2003 года. И, видимо, инженерный взгляд на общество помог ему увидеть концепцию. Еще раз. Концепцию. Ну, или модель, но никак не технологию. Суть которой в том, что есть рамки тем, которые приемлемы в обществе в данный момент времени. А если ты выйдешь за пределы этих рамок в сторону большей или меньшей свободы, тебя могут сделать непопулярным. Ну, прям такой вот быстрый и наглядный пример. Просто представьте, что произошло бы с человеком, если бы в 2017-м он высказался, что входить в заведение нужно по QR-коду. Да его в лучшем случае упрятали бы в психушку. Так, тут важный комментарий.
Нет, я не сторонник, что вирус — это химическое оружие. Нет, я не считаю, что кто-то нас специально хочет убить. И да, вакцины работают, и да, спутник тоже, у нас даже было об этом видео. Так вот, кому это окно нахрен вообще сдалось? Политикам. Американским политикам, которым нужно четко понимать, о чем говорить, чтобы не попасть в просак и потерять популярность, а конкретнее голоса на выборах. У них же там и правда ведь федерация. Есть политическая деятельность, в каждом штате свои порядки. Ну, неудобно было бы приехать домой к фанатам оружия и начать петь бодягу, что оружие нужно запретить. Ну, это грубо. И этот центр публичной политики Макина, где работал Овертон, существует до сих пор. Никакой мистики тут нет. Джозеф Овертон изначально предложил концепцию для оправдания работы аналитических центров. Иными словами, она была нужна для того, чтобы объяснить потенциальным спонсорам центра важность действий по формированию общественного мнения. То есть работники центра приходили к спонсорам и говорили: если хотите попасть в какую-то там местную думу, лучше говорить вот это и вот это, а вот эти темы говорить не надо. И все. Они помогали политикам быть более политически грамотными в высказываниях. Более того, само название «Окно Овертона» придумал не Овертон. Его придумали через 3 года после смерти самого Овертона. А визуальную форму представил коллега Овертона Натан Рассел. И только тогда у концепции появилась оболочка. Затем эту оболочку докрутил вообще левый чел Джон Тревинья. Он как бы уточнил эту картину, добавив в нее уже знакомые вам этапы: неприемлемо, радикально и остальные. А настоящую популярность «Окно» получило после встречи Джозефа Лемона в 2010 году с писателем и политиком Гленном Беком. Этот Глен Бек написал фантастический бестселлер и вернул туда это пресловутое окно. Но его версия приобрела фундаментальное отличие. Теперь окно — это не модель-подсказка, как смотреть на текущее настроение общества и корректировать свои высказывания, а технология по изменению сознания общества своими руками. Этот Лемон, рассказавший писателю Беку про концепцию, до сих пор размещен на сайте Центра публичной политики, где в качестве пояснительной бригады глаголит: Существует популярное заблуждение, что политики своими руками двигают окно Овертона. Но все совсем наоборот. Что действительно делают политики, так это выявляют, где находится окно Овертона, и реагируют соответствующе. Окно Овертона не может сказать, хорошая проводимая политика или нет. Что оно может, так это какие политические действия в данный момент приемлемы. Идеи, которые находятся снаружи, у края окна, завтра могут стать реальностью. И именно в 2010 году интерес к окну Овертона вспыхнул в Америке. А у нас вспышку организовал обычный блогер из ЖЖшечки в январе 14-го, который взял визуал Тревинья, прочитал книгу Бека, добавил туда каннибализм и нажал кнопку «Опубликовать». Кто ж знал, что эта кнопка запустит настоящую информационную бомбу? Вот график интереса к окну с 2014 по матушке России. Интересоваться начали как раз после публикации в живом журнале 14 января 2014 года. А вы говорите, ЖЖ мертв. Жил, жив и будет жить. А радикалы разного сорта, от любителей теории заговоров до ура-патриотов, уверовали, что существует технология, которой можно программировать сознание. Хотя оригинальное окно Овертона — это способ взгляда на общественные настроения с целью определения одобряемых людьми тезисов. Это модель. Так, это значит, в момент монтажа оказалось, что есть даже преподаватели, которые на серьезных щах пишут статьи, научными язык не поворачивается назвать. Вот это прям с сайта университета. Название статьи уровня SpeedInfo. «Окно Овертона. Угроза развитию общества».
И вот там про влияние на сознание людей, манипулирование массами, там прям используется слово «зомбирование». Оказывается, Авертон не продавал свои услуги американским политикам, чтобы помочь им получить голоса, а изучал, каким образом возможно внедрять в социум системы аморальных ценностей. А все к чему это сводится? Правильно, к подмене культурных ценностей и традиций. А виноваты во всем кто? Правильно, геи. Она выражена, она сформулирована. Она. Но мы данные автора заблюрили не просто так. Дело в том, что наши учителя находятся в очень непростом положении. Их нормативы и зарплаты привязаны к типа научным публикациям. Поэтому, так как я автора не знаю, вполне допускаю, что сделана статья для формальности, чтобы было что кушать. Да и не в конкретном авторе дело, а в явлении в нашей стране, на каком уровне находится образование и наука. Обвинять одного автора – это как кассира обвинять в том, что он требует надеть маску. Но, справедливости ради, в интернете и правда есть видосы, разоблачающие эту теорию заговора, указывающие на первоначальный смысл и на изменения в интернетах. Но, я надеюсь, вы сейчас не упадете со стула. Дело в том, что я считаю, что вот эта вот мутировавшая теория окна Авертона может работать. Давайте еще раз взглянем на 6 состояний и 5 инструментов перехода к этим состояниям. Оставим разоблачение мифов за скобками и выделим вот эти 5 инструментов. Введение в информационное поле. Создание мягкого термина. Иллюзия здравомысленного обсуждения. Популяризация через экранных героев. Узаконивание. В целом, лично, как мне кажется, это обычные инструменты пропаганды или политтехнологии, кому как угодно. Политические технологии – это совокупность способов, методов и процедур воздействия на массы людей с целью придания их политическому поведению характера, благоприятного для достижения определенных политических или управленческих целей. Взять номер 2. Мне кажется, вы сами стали жертвой этого. Смотрите, как это работает. Давайте я начинаю фразу, а вы продолжаете. Закройте глаза для сильного эффекта. На экране будет ответ, поэтому лучше не подглядывать. Погнали. Закрывайте глаза. Не взрыв, а... Не кризис, а... Не Навальный, а... В целом, не только политики используют такой прием для смягчения явления. Не камхора, а вебкам-модель. Не милостыня, а донат. И вот мы уже не... Подайте на пропитание, люди добрые. А давайте донаты, прокачайте этот чат, покажите активность в чате. У-ху! Дальше пункт 3. Повесить ярлык на несогласных. Это вообще благое. Враги государства, экстремисты, иностранные агенты. 4. Покупка актеров, телеведущих и блогеров ради хвалебного отзыва или выражения якобы своей позиции якобы за вообще является уже привычным делом. Даже в 5, где в ход идут соцопросы, напомню, что в Беларуси разрешены только одобряемые Лукашенко опросы, а в России заметный конкурент официальному ВЦИОМу, Левада-центр, внесен в реестр иностранных агентов. Да, не всегда эти пункты прослеживаются на 100%, потому что это, как и любая теория, идеальный вариант. Не всегда нужно использовать все и сразу, но иногда бывает практически хрестоматийный пример – повышение пенсионного возраста в России. Закон был подписан 3 октября 2018 года, но информационная работа началась за 3 года до этого, в начале 2015 года. Притом, помните, с чего начиналось мутированное интернетами окно Авертона? Вот идея о безусловном доходе когда-то казалась тоже бредовой, но вот как-то же сели, обсудили и даже попробовали там, в продвинутых странах.
Да, результат оказался неэффективным, но это же не мешало им начинать дискуссии. И вот в январе 15-го Улюкаев заявляет, что дискуссия о повышении пенсионного возраста имеет право на существование. Ну, собственно, началось. Минтруд и Минфин заявляют о усложнении получения пенсии в ряде вопросов, Кудрин высказывается «за», а буквально через пару дней на прямой линии. Готовы к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. А, кстати, в тех странах, где пенсионный возраст увеличен, там и продолжительность жизни другая. И вот по мере увеличения продолжительности жизни, наверное, мы когда-то подойдем к решению этих вопросов, в том числе и по пенсионному возрасту. Но, во-первых, это нужно делать в открытом диалоге с обществом. Нужно, чтобы люди понимали, что происходит. Вы заметили, а мы уже подошли ко второму этапу. Обсуждение темы уже возможно, хотя сама тема и кажется радикальной. Смягчением в данном случае является прием «а посмотрите на них». Да и еще смягчением выступит законопроект о повышении пенсионного возраста чиновникам. Не, ну это ж не нам, это им. Затем вкидываются смягчательные месседжи, что вообще-то это делается для продления продуктивной жизни пенсионеров. И вообще начали появляться мнения как гражданина, а не государственного чиновника. В 2017 году мы находимся на третьей стадии, когда как бы уже вынуждены признать важность вопроса. Есть разные точки зрения, нужно отнестись здравомысленно, о чем прям говорит Песков. В 2018 мы уже вовсю варились в четвертой стадии, когда появляются уже заявления о надобности явления. Вы их вряд ли помните. Ну, просто вы не целевая аудитория этой реформы. Дожить до 120. Как прекратил работать, так помер. Ну и 3 октября 2018 года подписали. Пятая стадия завершилась. Мутировавшее окно Овертона двигалось примерно 3 года, от стадии «неприемлемо» до стадии «законодательная норма». Но неужели оно так и работает с сознанием? Неужели люди уверовали в это? Нет, конечно. Даже какие-то опросы доходили, что против. Чтобы мутировавшее окно работало, ему жизненно необходимы 2 столпа. Первое – несменяемость власти. Второе – силовое решение разногласий. И вуаля! Если система управления знает, что она останется еще лет на 20, то она может планировать плавные, как бы незаметные изменения на 10-20 лет вперед. И если добавить готовность решать вопросы с несогласными силовым методом, то никакой теории заговора нет, и уж тем более мистики. Люди просто не хотят получать дубинкой по голове. Притом разработчики концепции Овертона таки признают, что политики и правда могут двинуть окно по своему желанию. Иногда политики могут сами сдвинуть окно Овертона, осуществляя политику, которая лежит за пределами окна, но это бывает редко. Ну, это у них, там. А у нас, где 20 лет выстраивается вертикаль власти, это не такая уж и редкость, это скорее правило. И теперь вспомните свое состояние 8 лет назад, когда не требовались согласования на протест, когда нельзя было получить срок за картинку, когда чувства верующих не оскорблялись, когда СМИ и даже людей не объявляли инагентами. Все, что сейчас законодательная норма, тогда было немыслимо. А ирония состоит в том, что в видео, где Шарифов разоблачает миф об окне Овертона, в этом моменте он ставит плашку, чтобы на всякий случай из-за слов про гомосексуальность не доколебались. Получается, что рассказывая про миф о рукотворном движении сознания от немыслимо к закону, наглядно демонстрируется как раз это движение. Это ни в коем случае не камень в его огород.
Это лишь объективная фиксация текущего состояния общества. Нашего, вашего. Общего. Тут, конечно, искушенный зритель может вступить в дискуссию, что этим блоком мы завалились в выученную беспомощность, или вообще, что это по сути 5 стадий принятия неизбежного. Но не думаю, что это прям сильное противоречие. Я бы даже сказал, что мутировавшее в интернетах окно Овертона — это уточненная инструкция выученной беспомощности на государственном уровне, возможная только при наличии несменяемости власти и силовом решении разногласий. И зная это, вы можете, смотря на новости сегодня, смотря на сегодняшние события, прикидывать возможные сценарии будущего года через 3 или 5. То, что кажется немыслимым сегодня, завтра может стать законом.